Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Вкусно, быстро и полезно». Это девиз моих блюд. И сегодня мы с вами будем готовить долму. Это одно из моих любимых блюд. Во-первых, потому что оно очень вкусное, а во-вторых, оно еще и полезное. О пользе этого блюда я вам расскажу сегодня тоже. Для приготовления этого блюда нам нужно мясной фарш, лук, виноградные листья, рис, зелень и сливочное масло. Фарш я приготовила заранее. Сегодня у меня фарш из курицы, но можно взять любой другой – свиной, говяжий или смесь свиного и говяжьего. На полкило мяса я добавила 2 большие луковицы и перемолола их вместе с мясом. Обычно фарш я готовлю заранее и замораживаю его порциями в морозильнике. В фарш мы добавляем 2 столовые ложки риса. Рис сырой, я его заранее уже вымыла. Некоторые добавляют в фарш еще чеснок, но я чеснок в долму не добавляю, а только зелень, укроп, петрушку, кинзу. Но можно обойтись какой-то одной зеленью. Сегодня я положу 1 укроп. Добавляем соль. На полкило фарша я кладу чайную ложку соли. И черный молотый перец. Не очень много. Кладите по вкусу. И опять хорошо перемешиваем. Виноградные листья, если они совсем молодые, весной, их можно прямо в свежем виде использовать, то есть не заливать кипятком и не проваривать. Сейчас уже немного они стали более жесткие, поэтому я их вымыла и сейчас заливаю кипятком. Вот. В таком виде они постоят минут 5. Можно будет их использовать. Если листья совсем жесткие, то их можно еще немножко и отварить. Минуты 2-3. Листья мои готовы. Я их промыла холодной водой. Вот они такие стали нежные, тоненькие, мягкие. И сейчас мы будем заворачивать долму. Берем наш фарш. Вот так вот заворачиваем. И укладываем в кастрюлю. И так все листики. И как я уже говорила, это блюдо не только вкусное, но и полезное, потому что в виноградных листьях очень много витаминов, микроэлементов и клетчатки. Витамины группы В, витамин С, витамин Е, также калий, кальций, магний, фосфор, натрий. Виноградные листья улучшают пищеварение, способствуют снижению сахара в крови. Они полезны при подагре, артрите и ревматизме. Они улучшают обмен веществ в организме. А также они хорошо их употреблять для похудения. Вот поэтому я готовлю
это блюдо очень часто. Но, конечно, главное не потому, что оно такое полезное, а потому, что оно очень вкусное. На полкило фарша я взяла около 100 виноградных листьев. Если по весу, то это примерно 200 грамм свежих виноградных листьев. Если вы берете уже соленые, то вес будет другой, конечно. На то, чтобы закрутить все мои листья, у меня уходит не очень много времени, не больше 10 минут обычно на полкило фарша. И блюда получается достаточно много. Вот все листья весь фарш мы использовали. Оставшимися листьями я прикрою сверху. В принципе, можно и не прикрывать. Но так как листья я очень люблю, мне лишних листьев не бывает. И теперь мы заливаем это горячей водой. Вот заливаем горячей водой. Воды нужно столько, чтобы она покрыла все наши голубцы, дулмушки. Я их называю и так, и так. После этого я добавляю примерно 40 грамм сливочного масла. Масло можно не добавлять, особенно если у вас фарш жирный. Жирная свинина, например, то масло добавлять не нужно. Если же фарш не жирный, как у меня, то масло добавить нужно. Пол-ложки соли и немного перца. Все, теперь мы отправляем это на огонь. А чтобы они не всплывали при готовке, я внутрь вот так вот укладываю маленькую крышечку. Варить надо на слабом огне, чтобы листья не развернулись. Минут 20-25. Итак, 20 минут у меня уже прошло. Сейчас я сниму эту крышечку, она нам больше не нужна, и добавлю туда немного укропа и петрушки. И оставляем на огне еще на пару минут. Итак, 2 минутки прошли, и наше блюдо готово. Сейчас я попробую сок на соль. Все замечательно, очень вкусно. Вот так выглядит наше блюдо. Подавать его нужно со сметаной или с йогуртом. Вот такой вот внутри. Сейчас я его попробую. Очень вкусно. Обязательно приготовьте это блюдо, я думаю, оно вам понравится. А если вас интересует, как сохранить виноградные листья на зиму, пишите мне в комментариях. Я сделаю это видео для вас. А также подписывайтесь на мой канал,
ставьте лайки, мне это будет очень приятно. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго, всем здоровья и прекрасного аппетита. Всем пока!